Тут Мария, здесь Михаил, программа «Взрослым о взрослых». Я отвечаю на ваши вопросы. Ну, теперь давайте рассказывайте про Евгения, о которой я даже понятия не имею. Так, ну вот смотрите, что пишут. Давайте сначала поговорим со слушателями, а потом тут... Мария, как скажете. Большое письмо, так звонят уже. Здравствуйте, слушатели дорогие. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Татьяна. Да ладно. Ну, говорите, Татьяна. Спасибо. Я выхожу очень тяжело из токсических отношений, токсичных, в течение полгода. И а что такое «я тяжело выхожу»? Расскажите мне. Что такое тяжело? Преследование, постоянные угрозы от мужа. Прожили то есть это не года. вы переживаете любовь, а это просто он вас преследует? Да. Я в течение многих лет пыталась выйти, не получалось, не находила силы. А теперь нашла и изолировалась. По-хорошему не получается. Вы с ним периодами развелись, сильная агрессия. И хочу спросить, задать вопрос, как не раздражать его, чтобы подать на развод, конфликтов, спокойно пытаться договориться, не применяя полицию и прочее. Можно ли абьюзера уговорить на нормальный развод? Вы знаете, и да, и нет. Дело в том, что когда у вас сильные позиции, то он уже и не абьюзер. Но когда вы его уговариваете, то он чувствует себя сильным, а вас зависимой. Понимаете, да? Угу. Поэтому, а зачем вы полицию отвергаете? Вам же уже угрожали. Вам мало показалось? Это один на один, доказательств никому нет, это не на людях, ничего, просто по телефону и все. И чем вам угрожали? Общее будут проблемы у тебя и твоих родственников, не думай, что я тебя оставлю. А что он имеет в виду? Вы же хорошо мужа знаете. Я сейчас не хотела бы это озвучивать. Давайте я вам помогу. Это типа их с работы уволят или это угроза физической расправы? О чем он говорит? Нет, вроде с работы, подставы и прочее. Понятно. Я бы на вашем месте весело бы вел переговоры вместе с полицией и с заявлением о том, что вам угрожают. Так будет гораздо веселее. А когда вы начнете его просить, вы опять из абьюзера сделаете абьюзера. Вы же его просите, правильно? Вы же мне сами сказали, как его уговорить. Я правильно вас услышал? Вы говорите, я все пытаюсь, это на мировое договориться. А зачем? Я понять не могу. Невозможно. Нет, а зачем? Давайте я тогда вообще в общем объясню, как вообще быть с абьюзерами, и не только вам, а и остальным нашим слушателям. Надо перестать бояться вообще кого-либо. И когда вы перестаете бояться и делаете то, что вы хотите, делаете, потому что ваше уговорить, оно, мне кажется, продиктовано страхом. А когда вы пишете в полицию, что вот такие были заявления, угрожали мне, угрожали моим родственникам по телефону, в следующий раз этот разговор можете записать по телефону. Вы скажете, как мне, я вообще понятия не имею, что он имеет в виду. И после этого начинаете разводиться, то развод уже как-то веселее проходит. А когда вы пытаетесь его уговорить, он опять чувствует, что он над вами имеет власть. А так вы уже с ним, как я понимаю, пожили. Но решение за вами. Видели ли вы, Михаил, мемы про вас и про абьюзеров? Много раз. Да? Хорошо. Да, вы не первые сегодня, кто прислал мне. Есть такой мем, где поле чудес и вопрос, кто виноват, когда женщина бросает абьюзера? Лобковский. Это прямо из передачи «Поле чудес». Представляете, как вы добрались. Вопрос у нас от Дарьи, 35 лет. Привет вам из Парижа. Подождите. Какая Дарья? Письмо. Так, смотрите, письмо было хорошим, и, мне кажется, тянет на целую тему программы. Нам его написал Ефимов Дмитрий из Нижнего Новгорода. Он только что был Евгений. Я прошу прощения, это у меня после ковида отшибла память.
Это где 6 вместо 7, да, я вот понял. Приблизительно. Дмитрий пишет, если коротко, в России наблюдается взрывной рост на эзотерическую литературу. Явный признак, что у людей едет крыша, и с этим нужно что-то делать. Полно взрослых людей начинают исповедовать антинаучную чушь, вредя и себе, и своим семьям. Причем в авторитеты ставятся, ну вот просто какие-то шарлатаны, а не специалисты. Если не трудно, обсудите это в эфире. Почему не психологи, не психиатры, не психотерапевты дипломированные, а в общем какие-то люди берутся за зерцало антинаучных знаний? Почему, вот хороший вопрос, действительно, почему такое большое количество людей попадает под антинаучные знания? Да, во-первых, перед вами сидит один из них. А в течение года, какого-то, я сейчас не помню, это было давно, моей любимой книжкой, была книжка «Секрет». И это был моим любимым фильмом по книжке «Секрет». Вы знаете, о чем я сейчас говорю? Я знаю только «Привет», группа «Секрет». «Секрет» — это вот про визуализацию желаний. Притом там так очень доверительно написано, что люди, которые в этой книжке, они все миллионеры, прям уже стали. И я прямо, мне так нравилось, я это читал. Такая безобидная эзотерика. Теперь скажем про обидную эзотерику. У меня ребенок решил поучиться на психолога, пошел по отцовским стопам. И ей предложили взять очень много часов, там больше 100, чтобы ей практику поставили и пройти эти часы у разных психологов. А она пошла, внимание, в официальную ассоциацию психоанализа и нашла психоаналитика, который мало того, что довел ребенка до слез, он еще предложил заняться соционикой. И вот это самое, где этот... Я прошу прощения, думала, что там будет другое слово. Да, вот соционика. И второе, то, где Том Круз находится, как это называется? Саентологи. Саентологи. Я говорю, чего? Реально прямо член Ассоциации психоанализов России? Говорит, да. Говорит, а почему вы так к саентологии плохо относитесь, сказал ребенку. Вы же просто не знаете, о чем вы говорите. То есть я хочу Дмитрию ответить, что и сами психологи некоторые грешат этим. Не то что. Слушайте, вы так говорите, как будто эзотерику надо запретить или изолировать. Это дело каждого. Мне кажется, пишет Дарья, что я из тех застревающих личностей, о которых вы как-то рассказывали. 5 лет назад я развелась с мужем, узнав о его измене, и до сих пор не могу прийти в себя. Новые отношения построить не получается. Я все вспоминаю бывшего мужа, думаю, что могла бы что-то изменить и до сих пор быть с ним счастлива. Как от этого избавиться и как перестать застревать в отношениях? Дарья, 35 лет. Дарья, во-первых, спасибо за очень интересный вопрос. Смотрите, какое дело. Ситуация выглядит следующим образом, что сейчас, когда вы смотрите другими глазами, уже успокоившись на ситуацию, вам кажется, что вы совершили ошибку. Таким образом, вы полностью обесцениваете свою личность, свои решения, свои чувства. Почему? Потому что в тот момент, когда это произошло, вам было больно, вам было унизительно. Я даже слово «неприятно» не могу сказать, потому что это было больше, чем неприятно. И вы сделали для себя абсолютно правильно. Я много раз рассказывал, что биологи считают, что человек в каждый момент своего времени совершает единственный, не то что правильный, а возможный для его психики поступок. Это чисто биологически детерминировано. И получается следующая картина, что когда вы это делали, вам было больно, и вы 100% были уверены в своей правоте. Более того, вы могли, как это слово называется, Мария? Когда человек в состоянии... В ресурсе? Я так и знал. Аффекта. Хлопает дверью. Но развод — это не 1 секунда. Развод — это целая процедура, которая длится, не меньше 3 месяцев. И если вы дошли до развода, то ваше решение было абсолютно продуманным. Теперь что происходит? Прошли годы, вы теперь другой человек, себя, кстати, уважающий, раз вы не потерпели, в отличие от многих женщин, измены. И вдруг у вас как голова поменялась, соображения стали другие, мужчины, видимо, сейчас нету. Вы в одиночестве думаете, а чей как дура так сделал, а?
Ну, а вы бы не могли бы с мужем жить после измены. Вы бы страдали бы, рыдали бы. И еще бы несколько лет выносили мозг себе и ему с вопросом, как ты мог со мной так поступить. Так что это, понимаю, что вот это моя красноречивая, это тавтология, нельзя сказать красноречивая речь, да, Мария? Вам можно все. В слове красноречивый уже есть слово речь. Это красноречивый спич. Вот. Он такой, что типа зря это сделал. Не зря. Просто давайте, друзья мои, уважайте свои выборы. Уважайте свои решения. Кстати, у меня в первом правиле «делай то, что хочешь» есть подробность, что вы должны стараться не менять свои решения, даже если вы передумали. Вот с будущим мужчиной, если он вам изменит, не дай бог, вы скажете: не, я с тобой разводиться не буду, я потом опять жалеть буду. Давай, хочешь, изменяй мне. Я потерплю. Поехали дальше? Добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, здрасте. Добрый вечер, Михаил, Мария, здравствуйте. Да, у меня вот такой вопрос по поводу моего сына. Значит, у нас с сыном очень близкие отношения, дружеские. Я с ним очень много обсуждаю. И даже слушаю ваши лекции, я с ним обсуждаю, делюсь. Ну, в общем, очень открыто, очень свободно мы с ним общаемся. Вот. И я, когда он ходит в школу, я, соответственно, с ним делюсь своими взглядами на это. То есть он говорит: мама, я не хочу идти в школу. Я ему честно говорю: я тоже не хочу. Ну, я реально, честно, не очень не считаю, что это... То есть я считаю, что можно намного эффективнее использовать время, да, нежели целый день сидеть в школе. Но я ему честно говорю, что я пока не готова рассматривать домашнее обучение. Но я не считаю, что это идеальный вариант. Но если будет какой-то другой вариант, который ты считаешь, то есть я не играю с ним, не говорю, что школа нужна, детям, учеба, то есть, не разыгрываю никакие эти, да. А хотите, я прямо расскажу сейчас, какие еще есть варианты? Алло. Варианты, домашнее обучение. Да, домашнее обучение. Например. Есть экстернат еще есть. Он в каком классе у вас? Он во втором только. Во втором нет экстерната, это только средняя школа. Но индивидуальное обучение еще есть. Мой вопрос в чем? В чем? Да, вопрос в чем? Вопрос в том, что когда, например, я ему все рассказываю про правила, что вот я сейчас живу по правилам Михаила Лянковского, то есть мы прям с ним это очень любим обсуждать. И когда мы идем в школу, например, с утра, он мне говорит: мам, смотри, ты мне говоришь, да, мне нужно делать, что хочу. А вот я не хочу идти в школу. А вот как мне? Вот если я не хочу, я же могу там делать дома, рисовать, я же хочу рисовать. Как мне с ним, я понимаю, что он ребенок, а я взрослая. И как мне с ним в открытой беседе, да? Да, сейчас я вам все расскажу, конечно. Хороший вопрос. Дело в том, что по закону Российской Федерации ваш ребенок должен получить в любой какой-то форме существующей образование. Что будет, если он не будет учиться вообще? Его заставят учиться, а вас будут штрафовать, пока он не начнет получать образование. Такой закон. Но в рамках этого закона ваш сын может выбрать себе ту форму обучения, которая ему приятнее. Понятно? Я из WhatsApp почитаю. Можно, Михаил? Из раннего, давайте. Давайте, из раннего. Юлия пишет. Кстати, правда, из раннего. Юлия уже несколько раз спрашивала, когда же вы выйдете в эфир. Я сошлась с мужчиной, и у него есть ребенок от первого брака. Он живет с мамой. У меня тоже есть ребенок, и еще у нас есть общий ребенок. И за 2 года, пока я с ним жила, я во всем себе отказывала, ничего не покупала, ни себе, ни детям, и я скопила деньги на 2 машины. И тут я узнала, что на своих детей он потратил 50 тысяч рублей. И я его выгнала, потому что не могу простить предательство. Ничего мне не дарил. За эти 2 года я отказывала себе во всем, чтобы деньги на машину скопить. А в общем, за эти 2 года я вообще ничего от него не получила. Скажите, пожалуйста, я права и что мне делать? Вы правы по отношению к мужчине и категорически не правы по отношению к себе и к детям. Что делает? В каком смысле что делает? Вы сделали то, что... что вообще делать? У меня тетя покойная моя из Калининграда, скоро 100-летие ей будет, я поеду. Звонили сегодня прямо, даже аж из Америки. Студента, собирается отметить. Это в мае будет. Она жила в свое время в коммунальной квартире с соседкой. У соседки было 2 детей. И говорит, дети в школу ходят, соседка готовит им обед.
Но это, на минуточку, 46-й год, 48-й год, 50-й. Не самые, как это сказать, тучные. И соседка жарит детям картошку с мясом. Ну, жарит, переворачивает и потихоньку подъедает все мясо. И когда дети приходят из школы, они имеют только одну картошку. Вот это то, что вы сейчас прочитали, Мари, мне сильно напоминает эту историю. Я думаю, это что же такая мать интересная, которая детям ничего не покупает, чтобы купить 2 машины. Вот такая-то логика вообще Но есть? тут не только детям, тут обратите внимание и себе. А, кстати, хочется спросить, И себе, да. просили ли вы мужчину, чтобы он тоже сделал вклад в машину? Поэтому хочется сказать, что с мужчиной вы, наверное, правильно поступили. Мужчина, правда, оказался, более добрым отцом, чем вы матерью, и детям что-то на 50 тысяч, да, там накидал детям. Вот. А вас, я вообще не очень понимаю. Если бы я так с ребенком поступил, она бы сказала: ты отец, мне не отец. Это типа я голодный сижу, а ты на машине ездишь. Я вообще не очень понимаю эту историю, если честно. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья. Алло. Ой-ой-ой. Так, вы меня слышите? То слышу, то не слышу. Все. Меня зовут Наталья, город Москва. Смотрите, у меня такой вопрос. Я вот сейчас хочу в декретном отпуске. Я сейчас думаю, я не хочу возвращаться на старую работу. И я пытаюсь выбрать, чем дальше заниматься. У меня много задумок. Вот, я не могу понять, что я хочу. И вот вы говорили, что надо с простых вещей начать. Так, меня слышно, да? Да, хорошо, слышно. Вот. С простых вещей начать. Например, что вы хотите на завтрак, да? Вот. А у меня такая ситуация, я, допустим, на завтрак хочу сырники и запеканку, но я их не могу себе позволить, потому что я испытываю чувство вины. Потому что это, я считаю, что это продукт эксплуатации коров. То есть я испытываю чувство вины, я их не покупаю. А что коровы, подождите, вот вы говорите, это коровы, что с коровами? Это же не мясо, это молоко. Я просто видела ролики, я просто видела ролики, как там, кстати. Я все увидела, как это делается, там отнимают телят, как коровы страдают. Это не важно, очень я видела это. Стоп. Нет, давайте не проглатывать. Что в роликах показывали? Во-первых, присоски вот эти к вымени, это очень неприятно. У них часто бывает мастит. Все это очень... Потом у них отнимают телят, они страдают от того, что у них отнимают телят. Потом бывают какие-то зубрины, там проблемы. Не всем же наплевать, кто там будет думать о коровах на фермах там, да? Так. Никто же ничего там, ни обезболивающих, ничего не бывает. А потом в конце ее все равно отправляют на мясо. Как-то... То есть вы против того, чтобы коров вообще разводили, чтобы они... даже индусы, которые коров не убивают, как вы знаете, священные животные, они в год съедают в среднем 200 килограмм масла. Но это производные от молока, как вы догадываетесь. А коровы при этом... Я знаю, они там как-то уважительно относятся за то, что коровы дают молоко, они их уважают, стараются их не обижать. У нас такого нет в нашей стране. Наверное, я с вами соглашусь. Есть молоко другого происхождения, знаете, да? Не из-под коров. Но вы соевое, миндальное и так далее. Но вопрос, вы хотите сырников, но, к сожалению, сырники делаются из коров. Тут есть некое противоречие. Да. Да, и я постоянно, у меня какой-то внутренний вечный конфликт. Я то пытаюсь оправдать это, то думаю, как это оправдать. Сегодня вроде как я себе разрешу, что-нибудь там надумаю. Завтра опять запрещу. Вы когда последний раз ели что-то молочное? Вот, и как быть? Еще раз, вы когда последний раз ели что-то молочное? Сегодня утром. Если немного, только масло сливочное, мазаюсь. И ничего, душа не болит? Чуть-чуть. Чуть-чуть. Масло нормально пошло, да? Но ваш вопрос в чем? Подождите, Мария. Не торопи, у нас же еще есть время, да? Да, полно. Вот смотрите, Наталья, в чем проблема? Проблема в том, что вы не знаете, что вы хотите, а заключается в том, что вы себя не очень любите. Что такое чувство вины? Чувство вины – это вы считаете себя плохим человеком, что вы поддерживаете издевательство над животными. Да. Я бы еще понял бы, если бы мы сейчас про мясо говорили. Но вы даже сказали нет. Даже сейчас не про... А мясо вообще не едите, правильно?
Ну, если честно, мое мнение, что даже есть курятину более гуманно, чем пить молоко. То есть курицу вам не жалко, так да? не издеваются, как над коровами. А над курами не издеваются? Ну, не так. По крайней мере, над домашними, без клеточного содержания, не так. А ничего, что Они это там хотят, там голову живут отрубает? нормально. Стоят Подождите. вечно в стойле, там, в темноте, всю жизнь, без движения, вот такого нет. Ну да, ну чем, голову отрубает курам нормально, да? Ну, это, конечно, тоже нехорошо, да, я согласна. Но мне кажется, к коровам относится еще хуже, чем к курам. Ну, люди сами, вот у меня ребенок придумал такую историю, что кожаные вещи носить можно из тех животных, которых и так выращивают. Ну, например, корова, свинья. А вот норка ее не выращивают, только на шубу ее нельзя носить. Видите, люди как бы придумывают себе свои истории, но ваша проблема в том, что вы испытываете, как сказать, страдания от того, что вы что-то хотите вообще. То есть ваше чувство вины не с коровой связано. Я Почему? не чувствую вину за растительный продукт. Если позволите, я вам отвечу, почему. Потому что вы едите и мясо убитых животных, и молоко, которое доставляет, как вы считаете, корове проблемы. Вы все это делаете. Люди, которые боятся, чтобы животных, ну, не боятся, а переживают животных, не едят мясо. Вообще не едят, а вы едите. Поэтому речь идет о том, что вас накрывает. Вот смотрите, какой механизм психический у вас. Говорите, я хочу молочка. И тут же вас накрывает чувство вины перед коровами. Или я хочу мяса. А съем-ка я лучше курицу. Мне почему-то кур не жалко. Вот корову жалко, а куру не жалко. Почему? Один бог знает. Я так придумал, мне так легче жить. То есть речь идет не о животных вообще. То есть, говоря по-русски, по большому счету, вам на них наплевать. Речь идет о том, что вам надо заморочиться тем, что вы не можете сделать то, что вы хотите. И это и есть проблема. Понимаете, Наталья? Или не очень? Ну, понимаю. Вам надо с собой договориться. Договориться можете следующим образом. Или вы принимаете себя как, ну, человека, который ест там все, что он решает есть, и молоко пьет, и мясо. Или вы этого не потребляете вообще. Вы, как это говорят, или трусы наденете, или крестик снимите. А вы ни туда, ни сюда. И тогда у вас не будет противоречия и чувства вины. И тогда вы сможете понять, что вы хотите. Я напомню нашим слушателям, о чем вообще шла речь. Речь шла о том, что когда вы не знаете, что вы хотите, о работе, о жизни, начните с еды, с одежды, с самых простых вещей. Спрашивайте себя, что я хочу по любому бытовому поводу. И тогда вы начнете понимать свои желания на более высоком уровне. Давайте попробуем выведем такой в эфир. То есть... Да. Может, Почетный корововед — это следующий ваш уровень. Так, добрый вечер. Корововед. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Мари. Меня зовут Екатерина. Я уже не первый раз к вам обращаюсь. Спасибо, вы изменили мою жизнь. Вот у меня вопрос для друга. У него есть ребенок от бывшей жены. Они очень тяжело разводились. И мать, настроила дочь против отца. То есть там жестко, там мат, все. И он прекратил общение, потому что его ребенок унижал. А сколько лет ребенку? Ребенку, по-моему, лет 11. Так. То есть она уже осознает, что делает, и так очень агрессивно. И вот сейчас у него есть женщина, она беременна. И у него есть чувство вины очень тяжелое за то, что он никак не может наладить с предыдущим ребенком общение. И вот у него новый, а я ему говорю, ты переключись на новое, у тебя новая жизнь, а он не может. Вот чем можно ему помочь? Ваш совет был бы очень ценен. Как ему все? Помочь ему можно вот чем. Дело в том, что действия его бывшей жены в Семейном кодексе трактуется как настраивание ребенка против одного из родителей. Угу. И если это в суде доказать, то ребенка могут просто у матери забрать. Он знает, я ему эти ваши передачи включала, и все. Но, да, там мать, конечно, совсем отбитая, но он не хочет травмировать ребенка, понимаете? Вот он старается... А ребенок травмирован уже, потому что он считает отца врагом. Так что травма уже произошла. Я бы на его месте пообщался бы хотя бы с органами опеки и попечительства на тему того, что ребенок... А мат это со стороны ребенка идет или матери? Алло? На линии слушательница.
Да-да, вы сказали там матом даже. А кто матом кричит, ребенок или мать? Ребенок. Какая-то проблема. У вас проблемы связью? со связью. Так, Может, это у нас проблемы со совсем связью? пропали, прошу прощения. Да, что-то у нас... Это у нас интересно? Ну, возможно, это совместный Саша! такой процесс. Дубровин. Я хочу зачитать вам сообщение Андрея, 30 лет. Подскажите, пожалуйста, как легче переживать утрату отца? Ему сейчас 68 лет, и он 16 лет болеет онкологией. Сейчас положили в больницу для переливания крови, и там он заболел ковидом. Находится в реанимации, и врач сказал, что готовьтесь. По логике понятно, что это вопрос времени, но, может быть, есть какой-то практический совет или метод? Но я не знаю, в каком состоянии ваш папа находится. Если он в сознательном состоянии, вы можете сделать ее уход более благополучным. Я не знаю, принесите ему еду любимую, что он любит вообще. Старайтесь сделать его пребывание на этом свете как можно более комфортным. Чем, собственно, занимаются все хосписы. Вот. И к этому привыкнуть никогда невозможно, даже если увидите, что человек болеет и страдает. Единственное, что я вам хочу сказать, очень часто... Не пускают просто пообщаться с отцом, пишет Андрей, поскольку Да, он но находится, сейчас не пускают, а когда карантин пройдет, может быть, папа даже выпишет. Вот, так что, может быть, такая возможность будет. Но я вам хочу сказать, что к этому никто никогда не бывает готов. Единственное, что может помочь близким, мысль о том, что сам человек больной, пока живой, очень страдает. И для многих из них смерть – это выход. Ну, уход просто от страданий, потому что многие, не выдерживают. Вы представляете, что такое лежать там 80 лет, да? Нет. А папа Здесь 67, 67, да. Вот. С онкологией, я не знаю, в каком виде он переносит онкологию, и плюс еще ковид. В любом случае, дай бог, как говорится, что ваш папа как можно дольше продержался, но он в любом случае умрет раньше вас, как все родители умирают раньше детей. И к этому дети не готовы, никогда бывает. Поэтому все, что здесь можно сделать, это быть как бы с родителями по возможности, давать им то, что вы можете им давать. В общем-то, это все. А потом со временем все успокоится. Добрый вечер. Добрый вечер. Меня зовут Марьяна, звоню из Дагестана. У меня такая проблема. Ребенок у меня с отклонениями. И как бы я стесняюсь ребенка своего, девочку, 7 лет. А что с ней? Она вот, у нее умственная отсталость. Вот. Так. И когда с друзьями, допустим, обсуждаем детей, то есть я рассказываю о ней, как будто бы все нормально, что она ходит в обычную школу, там все хорошо получается и так далее. Вот как принять то, что все-таки... То есть я еще не осознаю то, что у ребенка вот такое вот отклонение, и немножко стесняюсь на людях. Ну, смотрите. Хоть очень не люблю. Да, вам надо принять, если тем более любите ребенка, вы же любите свою дочь? Да, конечно. Вот, то вам надо принять, что у нее умственная отсталость, это первое. Этого не стесняться, и если про какой-то разговор заходит, не надо ходить с плакатом «У моей дочери умственная отсталость», но когда вы с другими мамашами общаетесь, то это может всплыть со знакомыми, с родственниками. Сказать, да, мы вот так болеем. Теперь, есть две вещи, которые могут вас обнадежить. А умственная отсталость может быть скомпенсирована с возрастом. И, что самое интересное, ее со временем могут начать лечить. Что думаете об этом? Ну, как бы я очень на это надеюсь. Она ходит в обычную школу, 1 класс. Ну, она, естественно, отличается от других учеников, сверстников своих. Вы знаете, она инфантильная, то есть несерьезная. Нет, она инфантильная, потому что у нее отсталость в развитии. Она не может соответствовать возрасту. И ничего в этом страшного нет. Я вам расскажу историю из своей жизни. Я, когда учился в школе, у нас была девочка. У ней был, знаете, как это называется, по-моему, господи, забыл, когда голова... гидроцефалия.
она не могла там не писать, читала, но очень плохо говорила, потому что не полностью нарушена была вся координация. Изо рта у нее текли слюни, и такие были руки, как вам сказать, как при артрите. То есть кривые пальцы, она не могла ручку держать, да? Еле-еле она, и плохо. Ее мама, а мама ее, я помню, была балериной, ушла с работы и полностью посвятила себя ребенку. И когда она училась в 8 или... Во-первых, она дошла до 10 класса, ей учителя там натягивали отметки, все понимают, да? Дети, конечно, жестокие, дети ее дразнили, бедные, Люба ее звали. И слушайте дальше, что было. Когда мы учились в 9 классе, то какое-то у нас было в актовом зале какое-то собрание, и Люба села за рояль и сыграла вальс Грибоедова этими руками негнущимися. И все зарыдали прямо в школе. Но это еще не все. Когда мне было лет 40, или даже 50, я не помню, я встретил Любу в метро. Я понял, что мамы ее же в живых нету. А Люба сама, она так странно держит, сумку, у нее руки как и были такие, и она в ортопедической обуви шаркает, и опять у нее слюни там, и все. И она сама ходит в магазин и ездит в метро. То есть мать сделала так, что ребенок после ее смерти смог жить сам. Понимаете, да? А у вас в голове, как люди подумают, людям плевать и на вас, и на вашего ребенка, и вообще на все, кроме их самих. Это надо понять. Зря народ так сильно заморачивается, кто что подумает. Людям вообще по барабану. Глубоко. Так, люди — это люди, а ипотека — это ипотека. И? Вопрос от Глеба. У Давайте. меня психологическая зависимость от ипотеки. Я стараюсь выплатить ее быстрее, отказывая себя в отдыхе, в каких-то вообще вещах, которых мог бы не отказывать. Хотя платеж вообще-то удобный, и я все равно плачу с опережением. Как мне избавиться от этого, и как вообще начать тратить деньги на себя? Да, смотрите. Это страх не справиться с выплатой раз. И страх, это один из самых любимых людьми страхов, это разорение нищеты. Он особенно присутствует у тех людей, которые родились в бедной семье. Их прям накрывает. Поэтому вы, во-первых, рационально же выплачиваете. Вы знаете, сколько вам надо выплатить, сколько вы... Я тут вообще не вижу какой-то серьезной проблемы, потому что это все цифры. Голые, обычные цифры. Вы знаете, сколько вы зарабатываете, вы знаете, сколько вы платите ипотеку, и вы знаете, сколько у вас остается денег. В чем проблема? Зачем так себя загонять? На те деньги, которые от ипотеки остаются, вы, собственно, и гуляете по буфету. Мне очень нравится, я прочитаю, с вашего позволения. «Заберу хлеб ваш, Мари». Крохи ненадолго отбираете. Со стола царского-то подниму пару крошек. Вы сейчас спросили, вы же любите своего ребенка? Как будто это обязательно, а если нет, что тогда делают родители? Он сам себя ненавидит за эту нелюбовь. Значит, тот человек не подписался, вопрос хороший. Это играет огромную роль. Как это? А если нет, то что? Если нет, то стесняется. Стеснение ребенка — это выражение как раз того, что любовь-то любовью, да, но не все так просто. Это точно не безусловная любовь. Это точно такое немножко болезненное чувство. И даже немножко, а просто болезненное. Поэтому вы зря так ставите вопрос, обязательно. Да, это обязательно. А если не обязательно, то бывает, детей в детский дом сдают, чтобы вы знали. Так, на всякий случай. Добрый вечер, алло. Здрасте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Михаил. Здравствуйте, Мария. У меня такой вопрос. У меня буквально час назад произошла такая ситуация неприятная. Это еще в связи с тем, что я впечатлительный человек. И, в общем, ситуация такая. Произошла она на работе. Одна из моих коллег, она очень хорошо ко мне относится и сказала мне о том, что ходят обо мне слухи, что я недобросовестно выполняю свою работу. Но при этом начальство, оно мне об этом не говорит. То есть я так поняла, что начальство собрало коллектив, и коллективу сказал: вы понаблюдайте за ней. Я недавно устроилась на эту работу. Понаблюдайте, посмотрите, в какой момент она приходит, в
когда она уходит. И у нас такая пропускная система по картам. Вот. И система, ну, то есть сложно спорить с системой, когда ты забыл карту в какой-то момент, когда ты по какой-то причине там не приложил ее и так далее. Вот. И чтобы долго про это не рассказывать, меня в этом во всем больше всего расстраивает тот факт, что обо мне не то чтобы плохо думают, а что я в каком-то смысле такой неприятный персонаж. Вот. Я не знаю до сих пор, так как это произошло совершенно недавно, и до сих пор не проанализировала, и не могу понять, что меня в этом так сильно подавляет, и почему мне так неприятно, как будто, я не знаю, что-то очень ужасное произошло. Вот я хотела спросить, как мне справиться с этой ситуацией? Как мне не заниматься самобичеванием, что я что-то сделала не так? Ну, я бы вообще не заморачивался на тему «я теперь буду жить, оглядываясь на мнение других людей». Это дорога в никуда. Это вы себя будете топить гораздо больше. Конечно, в такой нирване вы еще не находитесь, что вам было плевать, что о вас думают. Я вам скажу, куда можно стремиться. Стремиться можно вот куда. Что вам реально плевать до тех пор, пока вас не уволят. То есть, если вам ничего не говорят, то это вообще не ваша проблема. Можно я отвечу на это тоже? Да, пожалуйста. Вопрос увольнения меня вообще не беспокоит. То есть, у меня нет такого, что я боюсь увольнения, что я боюсь... Вы знаете, я сейчас поняла, меня больше всего вот сейчас задевает, что мне лично это не сказали, лично о том, что я что-то делаю не так. То есть, сказали кому-то... Слушайте, а я хочу вам сказать, что эта проблема не ваша. А у вас, как говорили в советское время, нездоровый рабочий климат. Ваше руководство предложило вашим коллегам за вами наблюдать. Вы считаете, это нормально? Я считаю, что ненормально тот факт, что мне лично не спросили, а почему так, а вот что у вас с картой? Давайте еще раз попробуем. Сказали, вот мне это неприятно. Да, еще раз попробуем. Вашим коллегам предложили, как бы из-под тишка, не обнаруживая, не переходя вам в лоб, ничего не высказывая, понаблюдать за вами. Уже не очень приятно, правда? Я поняла. Ну, в общем, мне не нужно заниматься самобичеванием. Нет, если вы хотите, может быть, вы так пытаетесь похудеть таким образом. Да, мне решать, я понимаю, да. Да, в общем, что я могу сказать? Мужа не пьющего, да детей побольше. Так, вопрос тоже про нездоровый рабочий климат. Михаил, меня зовут Виолетта, и я работаю в хорошей компании, но начальница очень тяжелый человек. Работать с ней в одном кабинете крайне тяжело. Когда срывается, начинает угрожать и унижать. Настроения идти на работу нет, несмотря на то, что работа очень интересная, и такой в нашем городе я дойти давно не могла. Я не могу уйти, потому что нам очень нужны деньги. Но уйти еще обозначает искать работу в другой сфере, хотя другие сферы мне не так интересны. А работать на себя, опять же, вопрос денежных вложений, что сейчас невозможно. Как быть? Но это, к сожалению, психология ущербная. Это очень мне напоминает предыдущий разговор по поводу молока и мяса. И я до сих пор мне не дает покоя, чем корова лучше, чем куры. Правильный ответ – ничем. Более того, мы куриные мозги не едим, а коровьи с удовольствием. Черт. Ну, куриные мозги, сами знаете, что про них говорят. Что они куриные? Что они куриные. Невкусные, кто-то, видимо, пробовал. Смотрите, что получается. Мало их. Да, это некая ущербность психологии. Вот что говорит человек. Значит, у меня прекрасная работа, но плохой начальник. Теперь поехали варианты. Уйти я не могу, мне деньги нужны. На себя работать не могу, мне вложения нужны. Другая работа мне не нравится, как это. Человек что на самом деле делает? На самом деле он пытается оправдать то, что ему приходится терпеть. Но человек свободный не будет так себя вести. Он не будет терпеть. Он просто возьмет и уйдет, например. Дальше вы или найдете деньги, или начнете делать бизнес без денег. Есть много бизнесов, которые вообще не требуют вложения. В частности, в интернете. Найдете другую работу и так далее. Единственное, что вы должны помнить, что когда вы наемный работник, вы никогда не знаете, какой у вас будет начальник. Слушатель у нас на линии. Алло. Алло. Михаил, да. Мария, добрый вечер. Меня зовут Михаил. У меня вопрос про зависть. Вот пожалуйста. Я поймался на мысли, что я завидую людям успешным, которые очень хорошо разбираются в своих вопросах, в своем
профессиональной своей деятельности, ну, или там в искусстве, в музыке. Вы сам не успешный? Ну, даже не успешно, а просто разбирается, к примеру, да, то есть он горит своим делом, человек, богат, не богат, неважно, то есть как бы именно профессионализм человека, его, то есть человек разбирается в искусстве там, или в музыке. И хотел бы узнать, есть в этом какая-то причина подобного, и как убрать или во благость опустить данную зависть. Да, интересный вопрос. Первая причина такого поведения, она обычно корнями уходит в раннее детство, когда родители сравнивали ребенка с другими детьми. Притом эти другие дети могут быть родные братья и сестры. Кстати, в моем случае меня сравнивали с троюродным братом, потому что так случайно оказалось, что мы с ним одногодки живем на соседних улицах. Мария, вы не поверите, мне было 6 лет, но отношения после этого эпизода не задались вообще. И сейчас нам уже по 60, и мы не общаемся. И не общаемся, потому что я не хочу. А делов-то было, знаете, каких всего? Пришла моя бабушка, взяла мою тетрадь. Это даже не тетрадь, это прописи были в 1 классе. Взяла его и говорит: ты посмотри, как букву В писать надо, у тебя петли здесь нету. Какая-то закорючка. И кинула. А его так бережно взяла и говорит: вот Саша молодец. И все. Так Инночкин потерял друга, а я брата. Нет, мы общались с ним, но так, не очень близко. Потому что уже вот это... Так вот, к сожалению, многие родители делают такую ошибку. Они сравнивают ребенка с другими. Это первое. Это приводит к тому, что человек вообще считает себя лузером, других более успешными, и сравнивает всегда. Вообще сама идея сравнения уже говорит о том, что человек завидует, что он недоволен своей жизнью и так далее. Вторая причина этого – это низкая самооценка. Я плохой, другие хорошие, я неуспешный, другие успешные, у меня денег меньше, у других больше и так далее. И вот непринятие себя, это как бы все синонимы и низкая самооценка, приводит к тому, что человек начинает смотреть в чужую тарелку, сравнивать себя с другими, завидовать. И в зависти самая большая проблема – недовольство своей жизнью. Я предлагаю вам перестать вообще сравнивать себя с другими. Вот вы говорите, я завидую людям, которые в чем-то разбираются. Вы же можете тоже взять то, что вам интересно, и начать в этом разбираться, отдав для этого время, силы, энергию. Но, видимо, у вас нет каких-то вещей, вы сказали, там они горят, а вы не горите. Надо принять себя таким, какой вы есть, и принять и полюбить себя таким, какой есть. Ну что, успеем еще на один вопросик ответить? Очень коротко. Добрый вечер. Здрасте. Здравствуйте. Очень коротко. Меня зовут Алексей. Такая ситуация, чтобы задать вопрос, расскажу. Тяжелое детство. Папа нас подавлял, ругался, постоянно жили, в криках, знаете, просто стресс на стрессе, чувство вины. Засела под корку. Нас 3 сыновей, 3 братьев. Сейчас уже все взрослые. Жизнь вообще сумбурная такая. Алкоголь, наркотики, непонятное отношение. Как вот это выйти, как выкинуть из головы? Я понимаю, там чужие страхи, все это, да? Во-первых, надо начать вот с чего. Сказать себе, что то, что было в детстве, это было в детстве. Не возвращаться туда, потому что это такая детская психология, когда инфантильно вы не хотите взять на себя ответственность. Вы говорите: сейчас я взрослый человек, дело вообще ни в каком отце, у меня есть проблемы, я сейчас буду эти проблемы решать. Алкоголь, наркотики, я иду к психиатру, настоящие наркологи – это психиатры. Я слабо верю в наркологов, которые не имеют психиатрического образования, потому что требуется медикаментозное лечение. Я все сделаю для того, чтобы избавиться от зависимостей, а когда ваш папа, то, что вы говорите, то, естественно, люди, дети, которых не поддерживают, они очень склонны к зависимостям. И вот сейчас вы должны, так сказать, отца вынести за скобки и сказать: это моя жизнь, я взрослый человек, я сам за нее отвечаю, и я сам от этого могу избавиться. И дело вообще не в отце, дело во мне.